И вот в 2017 году как бы у нас уже в принципе где-то часть материала для нового альбома уже готовилась. Было что-то готово, но работа шла. И хочется сказать, что вот этот альбом, который мы готовили, «Пепел», да, для нас он стал как бы таким переходным, переломным моментом. То есть мы ушли от стандартного такого фолка, который мы играли в предыдущих как бы альбомах, и решили немножечко повернуть, я не знаю, как это сказать, направо или налево, повернуть в сторону более тяжелой музыки. Тяжелой, мрачной, серьезной и агрессивной музыки. Альбом «Пепел» сочинялся и создавался довольно долго. Были и споры, и ссоры, и ругань. И несмотря на то, что получилось реализовать, конечно же, не все, как планировалось, не все, что задумывалось, тем не менее, я считаю, что это того стоило, потому что, как я думаю, на данный момент это получилось самое продуманное, самое осознанное, самое серьезное, зрелое во всех отношениях. И для меня лично значимая работа. Значимая, потому что я на этом альбоме впервые выступила, в том числе в качестве автора и соавтора лирики. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что на данный момент этот альбом для меня наиболее дорог. Конечно же, были мысли о том, что публика не воспримет, не примет этот альбом, так как, я думаю, многие знают, что от нас привыкли слышать и ожидают услышать несколько иного толка музыку. Но у меня лично не было никаких страхов, не было сомнений, а было огромное желание создать что-то именно в том ключе, в том направлении, в котором мы создали «Пепел». Как сочинялись тексты на «Пепел»? На «Пепел» сочинялись тексты очень легко, потому что уже была музыкальная основа. Музыкальная основа была очень крепкая, достаточно мощная. Вот. И я вот, честно говоря, даже не помню, какие первые тексты рождались на этот альбом. У меня такое ощущение, что вот сначала сингл вышел, а потом меня Рузель попросил написать «Пир мертвецов». Это кавер на Ротен Крист. Вот. И дальше мы уже с Ириной допиливали остальной материал. Причем он рождался достаточно быстро, просто. И вот было такое ощущение, когда вот тебя прет, ты делаешь вот что-то такое глубокое, серьезное. Вот. И альбом получился. Прямо это, наверное, один из немногих альбомов. Я за последние 10 лет поучаствовал в создании различных песен, в десятках коллективов. И вот, скажем, «Пепел» — это, наверное, один из самых шикарных альбомов, в котором мне пришлось поучаствовать. Потому что это альбом тот, к которому стремились, который хотели, и который прямо сделали на ура. Приступили к записи, то есть записывали мы это в Амподжио студио. Да, у Витька Бузнаева в студии все это писали. И как бы в то время еще в то время и репетировали мы прямо там, записывали там. Запись — это всегда интересно. Это всегда споры, конфликты, веселье и невеселье. Поиск подхода друг к другу, консенсусов. Альбом получился таким, что мы просто не знали даже реакцию у наших слушателей. То есть мы думали, что, скорее всего, скажут,
фигня какая-то. Ну, потому что прошлые альбомы, то есть они как бы веселые, то есть такая позитивная музыка, и если уж они как бы слушали вот это, то мы почему-то логически думали, что они, скорее всего, не примут вот это. Да, слушатель все-таки ждал что-то продолжение вот этих альбомов, как бы Да, предыдущих. но все-таки оказалось, что альбом хорошо действительно зашел всем, то есть негатива практически не было, все высказали типа положительно, что вот такая тенденция, что вот утяжелились и звучит все очень как бы и слушается все круто. И мы были этому очень рады. Я пытался найти что-то интересное в звучании, чтобы это был не просто какой-то очередной метал-альбом, а было что-то интересное. Все стало тяжелее, и, само собой, я постарался сделать на это упор. И как я люблю вообще в музыке упор на чистоту. Не знаю, это у меня прям болезнь, наверное, что ли. Мне нравится, что получилось. По прошествии даже лет я переслушиваю. Конечно, я нахожу много ошибок, которые я пытаюсь исправлять в нынешних проектах, которыми я занимаюсь. Вообще перед туром мы готовили как бы альбом к изданию. То есть, кроме того, что его надо записать, оформление, нужно еще оформление. Да. То есть нарисовать обложку, дизайн обложки, там, фотографии. Вот, то есть придумать обложку, идею нарисовать, дизайн. То есть, да, это все. То есть это тоже занимает кучу времени, куча нервов, всего, потому что очень много тонких моментов по поводу текстовки, как написать, чтобы ошибок не было, чтобы никого не забыть, чтобы это как-то вписывалось в обложку так, чтобы это было, как бы удобно и комфортно читать. То есть множество нюансов, над которыми нужно работать не одному человеку, а коллективу и узнавать мнение каждого, чтобы всем это как бы понравилось и всем это было, скажем, по душе. Вот. Над, художником у нас была Елизавета Станина с Петербурга. Талантливый человек очень, отлично все нарисовала. Дизайн и верстку делала Наталья Морозова. Ребята обратились ко мне за оформлением диска и буклета их предстоящего альбома «Пепел». К слову, я занимаюсь дизайном, отучилась я на графического дизайнера и работаю по профессии по сей день. И вот когда ребята мне все прислали, получается, картинку для обложки, тексталь, и вот начался такой процесс создания, и не раз тоже собирались у меня, что-то корректировали, обсуждали, старалась учесть пожелания всех участников группы. И вот такой был процесс. Кстати, был забавный момент, когда прислали мне картинку, я уже оформляла обложку, не сразу заметила, у девушки изначально был 6-й палец на одной из рук, а пришлось потом в фотошопе тихонько затереть. Вот. А потом, когда отдали в тираж буклеты, диски, все закончили, ребята тоже не раз ко мне обращались, была подготовка к турам предстоящим по Европе. И вот делали, получается, афиши, флеера, какой-то мерч, футболки оформляла. Вот. И по сей день мы с ними сотрудничаем, что-то делаем для соцсетей. Также вы можете на этом альбоме увидеть кавер на команду Rotten Christ, легендарную банду из Греции. Вот. Однажды при прослушивании одной из песен группы Rotten Christ я буквально услышала в своей голове основную мелодию этой песни на волынке. И всенепременно захотелось реализовать эту идею. Сначала предложила Ильнуру попробовать поиграть сначала вдвоем, послушать, как это звучит.
Мы с ним встретились на репточке, поиграли, вроде неплохо. Предложили остальным, и в итоге все поддержали эту идею. А текст нам написал наш товарищ Дмитрий Дубинин. Вот, я списался с Сакисом, с лидером команды, и он сказал, обратитесь вот в авторское сообщество, заплатите определенную сумму, и вы спокойно можете это все издавать официально и официально все это исполнять. Ну, естественно, везде мы должны будем писать, что это кавер на песню «Пир». Пир мертвецов, то есть это русское название. Пир. Тирантай. Тир Петровецов. Пир, тир, мир, тир, короче. Это да. Где-то за месяц, за полтора Юра покинул нашу команду, Юра Бедусенко, басист и вокалист, вот, по семейным обстоятельствам. Он переехал в город Ижевск по работе. Вот. И дальше что-то произошло. Я проснулся в другом городе, в дешевом отеле с вырезанной почкой. Вот так оно и все и произошло. Да. На этом все закончилось. Лично для меня один из самых переломных моментов в группе – это уход басиста Юрия. Да, мы все его, разумеется, поддержали, что он сделал выбор в пользу семьи, но с его уходом поменялось все. Ну, по крайней мере, лично для меня. Да, как бы цинично это ни звучало, незаменимых нет, но он из тех, кто незабываем. Всем пока. Вот. И нам опять, у нас стала проблема, срочно надо было найти басиста. Причем басиста не просто басиста, а чтобы человек был выездным, чтобы у него был загранпаспорт, и чтобы ему дали, как бы открыли шенгенскую визу, и чтобы как бы человек был, ну, так скажем, наш. Ну, из нашего круга. Из нашего круга, и чтобы он был наш, это в кавычках квадрата. Человек, который не Круга пьет. квадрата. Вот я это хотел сказать. Ну и сразу же все подумали, конечно же, о товарище Который сидит слева. Переладове, Вот. Данилу. Да, мы позвали В общем, его, да, хотя он гитарист, Ну Что, да. других кандидатур не было, что ли? Не. планировался тур. Но тур уже планировали мы сами. То есть с агентством мы прекратили работу. Вот. А тур мы начали планировать с ребятами из Снакозел, непосредственно с Николаем Кусковым. А Вот. еще к нам тогда присоединилась в этот тур группа Так, Анабиос. да. Мы позвали команду Анабиос, но, к сожалению, они полностью с нами не смогли откатать тур. Они были только в первых 3 странах, по-моему, они были в Польше, в Чехии и в Словакии, если я не ошибаюсь. Самый, конечно, интересный тур это был в 2017 году. Он был и самый большой, соответственно, вспоминать его так же хочется, как и не хочется. Лично для меня это был нормально все было. Вот. Особая благодарность Рене, нашему другу из Германии. Очень хорошо помог нам, нашему лейблу Noise Gate Records из Германии, который тоже подкинул, так скажем, небольшую сумму для возврата домой. Для возврата домой, да. Видуя тоже очень хорошо помогал, не только морально, но и финансово тоже очень хорошо поддержал нас. Вот. Материально. Вот был тур в 2017 году, такой очень-очень сложный, много поломок, много, так скажем, неприятных ситуаций. Не задался, как с самого начала, Да. и прям до самого конца не отпускал. Вот именно вот Сколько какая-то- поломок было за месяц? 6? Ну, 6, где-то 6 или 7, да. Причем, в принципе, ломалось где-то раза 3, раза 4, наверное, одно и то же. То есть ее не могли сделать нормально. Как бы. Если бы с самого первого раза ее сделали бы нормально,
то машина как бы ездила. Вот ее сделали в Польше, ну она вот ездит нормально. Как бы сам тур, который проверил нас на стойкость, на нашу сплоченность, так скажем. Ну, много мы научились, многое увидели, многому, так скажем, многим очень-очень благодарен за помощь, за поддержку. Вот. Стоит отметить. Да, что, извините. Но все же мы его действительно откатали, несмотря вот на все эти поломки. И действительно, когда был тяжелый случай, момент, люди как бы откликнулись, помогли, и это, считаю, многого стоит. Как бы, что мир не без добрых людей. Да, ребятам из Анабиозы и Сатана Козел команд тоже большое спасибо за то, что тоже поддержали. Очень-очень жирно. Респект вам, ребята. Мы вас никогда не забудем. Приезжайте в гости. Концерты и поездки – это для меня довольно двоякое явление. С одной стороны, когда ты едешь куда-то с близкими тебе по духу людьми, в любом случае это так или иначе определенный отдых. Потому что мозг отдыхает от навалившихся проблем, от рутины, которая давит на каждого из нас так или иначе, и от работы, конечно же. Но вместе с тем это и колоссальная нагрузка. Во-первых, это дорога. Дорога утомляет, в принципе, всегда. И учитывая тот факт, что у нас нет отдельного водителя, ребятам, у которых есть водительские права, приходится водить самим. И несложно представить, какая это колоссальная нагрузка. Сначала приходится проводить энное количество часов за рулем, потом разгружать аппарат, ставить его, чекаться, затем нужно отрубить концерт, выложиться, естественно, собрать аппарат и в лучшем случае поехать в гостиницу отдыхать. В худшем случае нужно дальше ехать в следующий город, снова в дорогу. Поэтому физическая нагрузка огромная. Даже пассажирам это не так легко дается. В конце этого тура нам очень помогли наши друзья, так скажем, семейство Франко, Гжегош и Кристина, Марта, Михал. Помогли нам с ремонтом. Если бы не они, мы, наверное, не смогли бы так быстро все это починить и уехать. Вот. Им огромное за это спасибо. Очень доброжелательные и гостеприимные люди. Всегда у них в гостях. Им привет огромный и увидимся. Скоро увидимся. Спасибо. Первый раз был в Европе, первый раз вообще тур серьезный, который, надолго как бы, и я в Европе до этого был только где во Франции. И то вот и так. То я на самолете, прилетел во Францию точечно и обратно. Татарстан такой, бам, Леон, Татарстан. И, не такого я ожидал от тура, и не такого я ожидал вообще от Европы. Европа, наоборот, себя хорошо показала. Я привык играть только, в России где-то, в разных городах. Отличается, конечно, менталитет немного. Не скажу, в какую сторону. И второй момент, конечно же, эмоциональная нагрузка. Потому что лично для меня до сих пор каждый концерт – это огромный стресс. Несмотря на выплеск адреналина, тем не менее, это каждый раз отдача себя, и каждый концерт – это определенное опустошение. Помимо этого, я до сих пор переживаю неимоверно перед каждым концертом и во время концерта. У нас вышел альбом, и тут мы задумались о том, что надо бы несколько клипов бы сделать, потому что на тот момент был только один, получается, клип в объятиях Мары, и
Другое, получается, как видео с поездки на Былинный берег. Это еще все 13-х годов. Ну да, это клипом не считается уж. Такое Ну. сборное видео, поездка. Да, то есть, и как бы, ну, с новым альбомом нужны новые клипы. Вот. И как бы потихоньку стали заниматься этим вопросом. Получается, как бы мы сотрудничали с Артуром Камаловым, то есть он же делал, получается, предыдущие. И, ну, как бы в этот раз также обратились к нему. Он как бы согласился, мы начали вот снимать. Первый мы сняли, получается, на прощание песню. Снимали мы эту у Витька в студии. Да, То такое есть простенькое. Получился видео. простой, такой душевный клип, хороший. Как бы Акустик фолк. мне нравится. А потом также заказал еще клип Натальи Дрепиной. Очень интересно у нее работы, понравились. И как бы посчитал, что вот интересно было попробовать с ней поработать. Я Наталья Дрепина, и я снимала видео на песню «Мгла со мной». Эта песня остается, пожалуй, моей любимой среди творчества группы «Грай». Красивая музыка и витиеватая кружево лирики. Нам нужно было создать холодную мрачную атмосферу зимы в середине июля. Черные полотна занавесили комнату, мои музы облачились в винтажные платья и венки из сухих цветов. Нам удалось создать свою маленькую реальность, в которой существовала лишь мгла, снежная пыль времени, ледяные гробницы и призраки. И за всем этим действом с любопытством наблюдал черный кот. Эта песня ей очень понравилась, и она решила как бы, ну, то есть договорились, что она сделает клип на эту песню. Ну, без участия нас уже. Да, то есть образы абсолютно абстрактные, как бы, то есть там работа прикольная, очень интересная. И дальше третий клип, получается, на песню «Тень». Это вот тут я уже попробовал сам немножко порежиссировать и написал сценарий. Помогали в этом еще, как бы, получается, нам Милена Долгова и Наталья Морозова. Снимал это Артур Камалов. И потом уже как бы начали монтаж. Также мы с Артуром вдвоем. Снимался он А почти тебе еще 2 кто-то года, по-моему. помогал сценарий писать какой-то? А, да, чувак? точно. Мне помогал еще в сценарии писать Евгений Юмаков. Меня зовут Наталья, мы снимались в клипе «Тень» группы «Грай» с Миленой. На самом деле, когда нам предложили сниматься, у нас практически не было раздумий, но были некоторые сомнения и страхи, так как у нас не было опыта съемок, особенно в клипах. И к тому же мы практически не знали друг друга, не общались друг с другом. Но когда нам дали сценарий, мы его все вместе прошли от и до, ну и поняли, что нужно пробовать. Пару раз выезжали на природу и снимали, репетировали. Самое интересное и нелегкое, наверное, было это вжиться в роль, потому что нужно было проникнуться своим персонажем, даже на какое-то время стать другим человеком, прочувствовать это все. Поэтому то, что мы ездили на природу, ходили по лесам, репетировали там, это помогло нам вжиться в роль и все-таки почувствовать себя вот в теле того персонажа, который у нас как раз в сценарии. Мы не обошлись без мини-травм. Да, потому что мы бегали по стеклам, по шишкам, по палкам.
обжигались костром и пеплом в прямом смысле этого слова. Начали мы снимать в 2017 году, в августе. И почему пришлось отложить съемки на следующий год? Потому что просто стало очень прохладно, и нам с Миленой мы просто мерзли, потому что мы были босиком в одних платьях. В тумане тонет рассвет, стужи врастая в сумрак дня. Долго искали вот такой небольшой старый домик ветхий, где можно было снять такие главные сцены, как вот. А потом вспомнили, что у Рузели есть в деревне бабушка живет, а там сарайчик, и в общем. И вот первый день именно снимали именно в этом сарае. Всегда, кстати, был подготовлен ведро было с водой подготовлено в случае чего, если там вот разжигали огонь, сразу затушить, безусловно. И друг друга и стеснялись, и боялись сделать больно, и хвататься за голову, вот это кричать друг на друга, это было очень естественно. Красивая природа, пейзажи красивые. Вот там уже снимали концовку клипа. Каждый раз перед съемками мне приходилось наносить грим, полностью отбеливать лицо специально вот этим гримом белым. Потом линзы с трудом заталкивать себе в глаз, потому что линзы действительно большие, их тяжело одевать. Милене пришлось пройти тоже все через это, уже на последний день съемок пришлось. Заняли мы на это, 30-40 минут, что наши режиссеры и оператор ждали нас какое-то время, то что продолжить съемки. Очередной раз мы собрались в тур, в этот раз с командами Слонокозел и Гельдрун, с ребятами. Вот, в 3 банды мы поехали. Ну, там не такой уж он был, так скажем, большой, ну, так скажем, где-то 10-12, наверное, концертов. Ну, проехались, довольно обширная была география, в Германии, во Франции были, вот, в Польше, в Чехии. Ну, хорошо прокатились, пару фестов посетили. Так скажем, этот тур был один из самых спокойных и, как сказать еще? После 17-го года как бы... Это была вообще тишина. Вот. Что-то в 18-м нас запомнилось, я помню, что мы ехали из Франции в сторону, как бы, получается, в сторону Чехии. И проезжая по Италии, я погуглил, смотрю, как, хотелось где-нибудь, жара была, хотелось где-нибудь остановиться и искупаться, речку, я не знаю, озеро. Смотрю, вроде недалеко какое-то озеро есть, довольно большое в Италии. Ладно, думаю, давайте, ребят, заедем, может, что, время есть, как бы, можно заехать, посмотреть, погода отличная. А мы разве не в Венецию ехали? Да, мы в Венецию ехали. Да, мы в Венецию. Мы как раз, у нас были несколько дней, и мы с Франции, то есть по денек мы запланировали заехать в Венецию, и вот по пути мы, смотрю, заезжаем в озеро, красивейшее, на фоне гор, вода чистейшая, озеро Горда, Сермионы, по-моему, там город. Вот. Заехали, подъехали к пляжу, то есть все бесплатно, все обустроено. Прямо на машине можно подъехать к пляжу. Припарковались, пошли на пляж. Вода теплая. Народу не особо много, вода теплая, пирсы, пожалуйста, чистейшая вода.
когда темно уж если же нас не задела, как мином полный душ. Короче, мы в Италии. Все оказалось не так плохо, как карбонар. Че, давай, что-нибудь. Скажи для потомков. Что ты ему будешь? Погладь, попробуй. Вот такое. Лимончелло дай ему. Вот тур прошел, и потом в один момент мне пишет один из организаторов концертов в России, Олег Алемус, с таким предложением, что не хотите ли сыграть с командой Саор из Шотландии в Москве и в Питере 2 концерта. Вот. Я такой, ну как бы, почему бы и нет, нужны даты, сейчас со своими обговорим, посмотрим. Вот. И он еще приписывает такую фразу, что команда Саор как бы сами выбрали в качестве, так скажем, саппорта вот именно нашу команду Грай. Вот. Еще раз повторяю, для тех людей, кто комментит, до сих пор есть комменты под видео, что зачем эту команду взяли в саппорт. Это не мы сами напросились саппортом, это нас сами они выбрали, и мы согласились. Даже было такое, так скажем, такой момент, что они сказали, что откажутся от какой-то части даже гонорара, чтобы его нам дополнить. Сейчас мы как бы сотрудничаем, то Ирина, вот наша вокалистка, там вроде как принимала тоже участие, ну, на концерте выступала. Да, они вот 19, по-моему, с концертами еще приезжали и позвали как бы Ирину спеть одну из песен с ними. Ну и как бы... пару песен. Также в 2019 году Ирина приняла участие в записи одного из треков команды Rotten Christ. Песня называется «Ветры злые». Приняла участие она в качестве приглашенной вокалистки. И совместно выступила с ними на концерте в городе Санкт-Петербург. Вот. Так. Ну, в 19 год, к 2019 году, так скажем, у нас уже было несколько предложений по фестивалям в Европе. Пригласили нас и на польские фестивали, в Словакию пригласили, в Германию, в Румынию. То есть я уже смотрел, как можно их всех так объединить или же как-то разделить, чтобы сделать как бы такие туры, чтобы мы не мотались там, ну, как я уже раньше говорил, чтобы не всякими зигзагами туда-сюда и обратно не возвращались. Ну, то есть такой сделать тур. Вот. И как бы решил разделить на 2 части. Первую часть в июне где-то, в июне выехать, и вторую в августе. Вот. В июне мы ездили чисто сами. Ну, плюс еще саппорт был с Польши, там, со Словакии ребята тоже, Рамхат с нами играли, с Польши команда Велизар поддержала очень хорошо у нас. Вот. Я помню, что в июне мы сыграли, ну, я не знаю, на 3 фестивалях в Словакии. Вот, скажем так, фестивали не маленькие, довольно большие, очень популярные в Словакии. Вот, Топ-фест, Добрый фест и Круто-фест. Это делал Павел из Рамхата. Что-то кто-то сказал, что, типа, то ли он сам это говорил, что это делал фестиваль, если Грай приедут, то я его сделаю. Если не приедут, я его делать не буду. Ну, то ли в шутку, то ли всерьез, мы так и не поняли, но фестиваль такой внутри города, в парке внутри города, довольно... Ну, хороший. Он небольшой такой, но было действительно как бы круто. Да, душевно. И все напились. Да, и все словаки напились. Весь фест напился. А мы были трезвые, и всех словаков развозили домой потом. Вот. Все было круто. Ja som Pavel Hírek z Bariča, gitarista slovenskej pagan metalovej kapely Ramchat.
Je mi veľkou cťou, že sa môžem zúčastniť tohto dokumentu o ruskej kapele Graj. Nesmierne si túto kapelu vážim. Prvýkrát sme sa stretli 5 rokov dozadu. Boli to 2 koncerty v Bratislave a Banskej Bystrici. Na tom prvom koncerte sme išli hneď domov. Ale v Banskej Bystrici som si povedal, že si ich pozriem. A zostal som úplne šokovaný, že aká energia išla z tej kapely. Líderka Irina, úplná obrovská show. Sršala z nej síla. A pritom jednoduchá muzika s veľkou melodikou, takže som si vravel, že dobrá kapela, perfektná. Takže bolo nám s ťou zase, že o rok alebo o 2 zase s nimi hrať. A potom sa to už stalo takým zvykom, že keď Graj hral na Slovensku, takže sme boli pozvaní, aby sme tam robili predkapelu, takže ďakujeme. Vznikli potom už vzťahy s tým, pretože ja nesmierne mám rád také tie ženské slovanské hlasy, ako má Irina. A tak sme ju pozvali, že či by nám nenaspievala nejaké pestičky do Ramchatu, nejaké vokály, ženské spevy a ona tú ponuku prijala a my za to ďakujeme. Takže naspievala nám nejakých 4-5 pestičiek, nikde nejaké vokáliky, ale nikde naozaj dôležité refrénové vokály, kde tie skladby nabrali vďaka nej veľkú melodickosť, takže vďaka. Potom sme Graj zavolali aj na náš festival Krutofest, niečo sme vypili, potom Roosevelt bol jednu zimu z roku 2019-2020 aj u mňa doma hosťom, takže vznikli priateľské vzťahy, ja som tomu nesmierne rád, pretože ľudia z kapely Graj sú úplne perfektní, sú prirodzení, sú ľudskí, nie sú namyslení, nie sú to rokové hviezdy. Keď sme hrali s Ramchatom v Sankt Peterburgu, tak takisto prišiel za nami gitarista a veľa sme sa nasmiali. Takže som ja osobne vďačný za každé stretnutie s hociktorým členom tejto kapely a prajem, aby tá kapela nabrala oveľa väčšiu silu a podvedomie v celom svetovom metalovej scéne, pretože oni na to majú. Oni majú na to byť naozaj na veľkých pódiách a ja som nesmierne rád, že ľudia z celého sveta, či Latinskej Ameriky alebo západnej Európy objavili Graj, chodia na nich či na klubové koncerty alebo na festivaly a i muzika sa im páči. Takže ďakujem za spojenie Ramchat Graj a prajem, aby sa kapela Graj veľmi, veľmi darilo. В 2019 году группы Рамхат в нашей жизни стало очень много. И это хорошо. Мы виделись с ними чуть ли не там, я не знаю, ну, очень часто. Да, это очень отлично. Супер, вот ребята тоже. Банда. Да. Советуем послушать. Ссылка в описании есть. Так что смотрите. То есть Ирина там, собака! То есть мы с ними, получается, работаем. Ирина там записывает им какие-то... да, фиты. Вокальные там партии. Довольно-таки прикольная музыка. На сцене ведут себя вообще очень круто. Я прям... Не стесняются ничего. Да. Я действительно, ну, как бы уж сейчас вот, ну, мало чем можно удивить вот так вот. Ну, смотришь одну банду, другую, такой, ну, ладно. И тут вышли как бы, ну, как-то Рамхат играет, и такой, о, вот это вот круто, как бы. Там такая... реально стоишь, да, смотришь, короче, на них, и все. И ты весь, короче, в этом концерте там, и ну, как бы качает, круто, как бы. Очень мощная энергия, да. Очень мощная подача на сцене, очень круто. Все здорово, действительно, от души у ребят идет. Ну, желаем им дальнейших успехов, узбеков. Да, и увидимся обязательно. Если не в этом году, то в следующем. Это 100%, я вам обещаю. Собака! Ну и вторая часть тура у нас прошла в августе. Мы ездили с ребятами из Анабиоз, построили с ними тур, так скажем. Вот. Такой довольно насыщенный, очень разнообразный по странам, по городам. Вот. Но перед туром у нас так совпало, так скажем, что была возможность поехать на крутейший фестиваль в Чехии, Brutal Assault. Вот. И мы решили как бы купить билеты и совместить приятное с полезным. Приятное и приятное.
Так что нет, приятное с приятным. Полезное с полезным. Не, ну полезное то, что посмотрели на ну, приятное, команды. Приятное как с бы, полезным. То есть и чему-то научились, может быть, как бы. Еще мы открыли, что если анабиоз прочитать сзади, ну, задом наперед, то получится заебано. Это очень хорошее. Знаете теперь. Интересный момент. Вот. И с ребят Анабиос тоже взяли билеты, и мы все вместе поехали перед туром в Чехию на этот фестиваль. Затусили там по полной программе 4 дня. Еще там ребята из Сатана Козел, там часть ребят приехала, и остальные там кое-какие интересные личности из Петрозаводска приехали. Вот. Затусили, фестиваль отличнейший, рекомендуем. Каждая поездка, каждый тур – это трудозатраты, эмоциональные затраты. И если тур достаточно длинный, то уже к середине ты начинаешь ощущать, что каждый день почти ты хочешь спать. Тем не менее, я считаю, что поездки – это все-таки, наверное, в определенной степени развитие, потому что это все-таки огромный опыт, и это неотъемлемая часть каждого, наверное, почти каждого музыканта, почти каждой группы, за исключением, конечно же, тех, кто работает только в студии. Поэтому таким образом, наверное, мы все-таки в определенной степени и развиваемся. И, конечно, еще большую роль играет то, что ребята сейчас практически, наверное, полностью, что ли, изменили жанр музыки. То есть на момент моего участия в коллективе это был такой, знаете, может быть, легкий фолк-металл с добавлением там, то есть гроулинга какого-нибудь. А сейчас же, то есть они играют полностью тяжеляк. Это классно, я слушала последний альбом, и прям очень сильно мне понравилось. Ребята офигенно исполняют. Да, добавилась зрелости. Это определенная мрачность, определенная тяжесть, но при этом потрясающая мелодика, потрясающий звук. Ребята действительно делают свою музыку, которую не в состоянии повторить никто. Я не могу сказать, что группа Грай похожа вообще на кого-либо еще. Действительно собственный стиль, который прогрессирует. Гитары становятся интересней, вокал проникновенней, прекрасная работа ударных. Все абсолютно ребята на месте. Это одна из самых гармоничных команд современной тяжелой музыки, которая мне известна. Конечно, очень сложно, когда ты достиг определенных результатов, показывать еще больший результат. Конечно, не стану скрывать, что ожидания от новой музыки Грая очень высокие. Планка действительно высокая, ожидания высокие, но у меня нет ни малейших сомнений, что ребята с этой задачей справятся прекрасно. И для себя я с абсолютной уверенностью могу сказать, что эта группа действительно первого эшелона в современной тяжелой музыке. Я даже не сказал бы, что это фолк-музыка, это действительно собственный стиль, собственный Грай, и у этой группы на самом деле все впереди. Так что, ребята, вам удачи, а уж таланта вам точно не занимать. Колоссальный труд. Да, и в принципе было классно и приятно сниматься в клипе у людей, которые так трепетно и с душой относятся к созданию чего-либо, к творчеству, к созданию музыки, текстов, клипов, сценариев. A folk wygląda tak. Pozdrowienia dla zespołu Graj i jego fanów. Я думаю, что у нас с Ириной в этот раз опять все получится. Может быть, кто-то еще к нам примкнет, и мы сделаем достаточно сильный и интересный альбом, который будет неким продолжением Пепла, но со своей концепцией, со своим внутренним содержанием. Ну вот, в общем, как-то так.
На данный момент ведется работа над новым материалом в студии, проходят репетиции, но пока в усеченном составе все это. К сожалению, мы не можем сказать примерную дату нового релиза и даже сингла, так как творческий процесс, он непредсказуем. Но мы ведем активную работу и можем сказать, что новые песни будут, так скажем, еще тяжелее и разнообразнее. И на сегодняшний день у меня большие надежды на то, что этот альбом послужит для нас каким-то толчком и первым шагом к созданию нами еще более осознанных, еще более зрелых работ, про которые можно будет сказать, что вот, это оно, за это мне не стыдно, теперь можно помереть. Надеемся, что по окончанию периода пандемии снимется запрет на проведение гигов и фестивалей, и мы с новыми силами займемся концертной деятельностью. И напоследок хотелось бы поблагодарить всех за поддержку, пожелать всем здоровья и берегите себя. До встречи, друзья! Привет. Ну все, я всем уже говорить спасибо, поддержал, интереснейший человек, спасибо, поддержал, интересно, спасибо, зачем, спасибо, благодарю, огромное. Озер синева.